Пинетки для мальчика, выполненные из пестрой нити, выглядят очень красиво и нарядно. Как дополнение в украшение сделана вот такая красивая пуговка-птичка. Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Сегодня хочу предложить вам вот такие симпатичные, но в то же время очень простые пинетки для мальчика. Пинетки пестрые, так как нить меланжевая. Как освежающий вариант я сделала пуговичку-птичку. Пинетки с люверсами, 3 люверса. Вот так они выглядят. Если вам понравилась такая модель, оставайтесь вместе со мной и вяжите вместе со мной. Немного про нитки. Нитки вот такие интересные, они смотаны в клубок, поэтому фактически рисунок их не виден. Я хочу вам сказать про нитки хлопчатобумажные. В чем их различие от шерстяных ниток? Вот есть вот такие шерстяные меланжевая нить, очень красивая, но дело в том, что здесь только одна намотка, и если вы начнете их разъединять, то качество нити сразу изменится. И нить будет непрочная, с ней будет очень сложно работать. Поэтому вот такие шерстяные нитки, такой намотки из нескольких волокон, она на разъединение не подойдет. Подойдет на разъединение в основном хлопчатобумажной нитки, когда она существует как отдельная нить. Можно спокойно разъединить наполовину по 4, что я и сделала, и у вас получится изделие абсолютно одинаковое. Один ботиночек не будет отличаться от другого ботиночка. Я разъединила нить, у меня 2 самостоятельные нитки из меланжевого мотка и добавила как основу темно-синюю нить цвета морской волны. Темно-синяя нить, она великолепно сочетается вот с теми интервалами, которые здесь находятся, вот в этом клубке, в этой нити. Поэтому я добавила, и выглядит очень здорово. Особенно темно-синяя нить, где она вот интервал очень большой, она вообще не отличается от того, что даже здесь добавлена совсем другая нить. Вот, видите? Сейчас я попробую связать вместе с вами второй такой ботиночек, чтобы они были вот именно одна и та же пара. Итак, попробуем. Немного о материале. О нитках я уже сказала. Крючок у меня будет 1,90. Этот крючок, которым я буду вязать полностью все изделие, начиная от подошвы и заканчивая верхом. Крючок меньшего размера. Здесь он у меня маленький, 0,85, но это роли не играет. Мне нужно, чтобы он смог поднять какие-то тонкие нити или спрятать хвостики. Больше он не нужен. Ножницы. 2 маркера. Маркерами я буду намечать переднюю часть пинетки. Птичка. Я ее перевернула, она у меня вот такая цветная, но по цвету она не подходит, поэтому я ее перевернула другой стороной. Прослоечка, которую я буду добавлять между моими вязаными подошвами. Игла и люверсы. Мне понадобится 6 люверсов. Люверсы металлические на 4. Под подходящие люверсы мне понадобятся щипцы. Итак, я приступаю. Начну вязать пинетки с подошвы. 2 подошвы у меня уже связаны. На моем канале вы можете посмотреть вязание такой подошвы. Она состоит из 17 воздушных петель. По окончанию работы 72 петли. Одна подошва связана одним тоном. Здесь посветлее и кант немножко потемнее. Но здесь, так как меланжевая нить, у меня произошло так, что последний ряд, он не полностью, у меня связан уже с добавлением другого цвета. Поэтому вот эту подошву я буду использовать как внутреннюю подошву, а вот эту буду использовать как внешнюю. Вот эту убираю и начну вязание сначала с подготовительного ряда для того, чтобы перейти вот прям на 90 градусов для вязания основного бортика вот этого. Вот видите, как располагается. У меня здесь еще платформа за счет того, что 2 подошвы и прослойка. Выглядит очень красиво. Итак, приступим. Располагаю подошву изнаночной стороной ко мне. Буду я вязать с пятки, вот именно с точки, условную середину ищу. Вкалываю крючок с лицевой стороны к изнаночной и в рядом стоящую петлю точно так же делаю уголок. Для вязания такого подготовительного ряда мне всегда будет требоваться, во всяком случае в самом начале, 2 петли. Нить я уже подготовила, соединила темно-синюю с меланжевой, провязываю вместе.
закрепляющая петля. И продолжаю вязание таким способом, что с лицевой стороны вкалываю во вторую петлю и в рядом стоящую петлю. Столбик без накида. Вот так мне нужно провязать до конца весь ряд. Делается это очень просто. Получается мини-бортик, я его называю мини-бортиком. Преимущество этого вязания в том, что, посмотрите, здесь он получается как бы многогранный. Вот с этой стороны петли свободные. За них я буду подцеплять следующую подошву. Это значит, буду привязывать вот таким образом две подошвы. Вот так. А вот эти петли, которые сейчас формируются, они будут использоваться для вязания бортика, для вязания в высоту. Такой прием мне очень нравится. Даже если я делаю одну подошву, я все равно использую этот прием. Смотрится очень аккуратно и красиво. Я провяжу до конца этот ряд и покажу вам следующий ряд. Ну вот, я провязала подготовительный бортик. Как ряд я его не считаю, потому что он дает возможность перейти на другую плоскость. Приступаю к вязанию уже основного бортика. Буду я делать последующие ряды столбиками без накида. Теперь уже появилась белая нить. Так будет чередоваться синяя, белая, красивые цвета. Поэтому решила связать такие пинетки. Нитки красивые. Вот так. Я приступила к вязанию первого ряда столбиками без накида. Так мне нужно провязать 5 рядов. Мы повстречаемся тогда, когда 5 рядов в высоту моего бортика будут готовы. Итак, бортик готов. Вот сейчас посмотрю, как это выглядит с другим ботиночком. Пока совпадает. Вот я имею в виду про бортик, про вот эту часть. Видите, вот оно попадает и немножко захватило где-то 1,5-2 ряда вот такой зелененькой ниткой, цвет морской волны. Итак, все вроде в порядке. Я отметила маркером центральные 36 петель, это передние части пинетки. 36 петель это петли, которые у меня будут участвовать для мыса, увеличения мыса и длины. Для мыса я начну вязать с 8 петель. Это значит 36 минус 8 будет 28. 28 петель это петли на увеличение мыса и на продвижение. 28 поделить на 2 будет 14. Значит, с 15 петли я начну вязать. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15 вот с этой петли. Так, теперь посмотрим, что у нас с мысом, как у нас рисунок получится с мысиком. Первая закрепляющая петля. И с этой же петли я начну вязание. 1, 2, 3, 7, 8. Одновременно я вязала хвостик в вязании. Вот они мне центральные 8 петель. Чтобы быть уверенной, что они на середине, я посчитаю с другой стороны. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Все отлично. 14 петель. Продолжаю вязание. Следующие 2 петли я буду вязать соединительными петлями. Первая петля я постараюсь связать ее свободной, так как она уже будет участвовать в прибавлении. 1 и 2. Разворачиваю вязание без петли подъема. Нитью перекрываю первую петлю и начинаю вязать со второй. 1, 2, 8 и 9. Одну петлю я прибавила. Теперь я буду прибавлять с другой стороны. С лицевой стороны завожу крючок таким образом, вкалываю его, подхватываю нить, постараюсь, чтобы она полностью вся была подхвачена. Первая соединительная петля и точно таким же способом вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание на лицевую сторону, и здесь уже видно, вот она первая петля, вот она вторая. 1, 2, 9 и 10. Вот я уже прибавила 2 петли. У меня уже на середине стало 10 петель. Мне нужно сделать 14, чтобы у меня центральных петель было 14. Я прибавлю самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, я набрала все 14 петель на середину и теперь буду продвигаться только до маркеров в длину.
Значит, петли я больше прибавлять не буду. Это делается очень просто. Также первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема. Нитью первую петлю перекрываю. Вторая петля и начинаю вязание с третьей петли. 1, 2, 13 и 14. С другой стороны точно так же. Ввожу крючок, подхватываю нить. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Петли уже могут быть тугими. Вот здесь очень хорошо видно первая, вторая и вот она третья. Первая, вторая и третья. Один, 2, 13, 14. По-прежнему 14 петель. Вот посмотрите, мысик уже прорисовывается. У меня с каждой стороны осталось определенное количество петель. Она должно быть равная другой стороне. 1, 2, 3, 4, 5, 6. С другой стороны точно так же. Я провяжу еще 2 ряда и покажу вам, как я провязываю предпоследние 4 петли. Я провязала еще несколько рядов. У меня с каждой стороны осталось по 4 петли. 1, 2, 3, 4. С другой стороны точно так же. Теперь я эти 4 петли с каждой стороны буду вязать немножко по-другому. Я буду вязать не за полную петлю, как я это вот делала, вот таким образом, а буду вязать за заднюю долю. Все остается по-прежнему, только за заднюю долю. 1 и 2. Этим самым я подготавливаю вот эти полупетли, которые остаются, передние доли. Вот первая петля и вот вторая петля. Мне их нужно 4, поэтому оставлено 4 петли для того, чтобы вязать заднюю часть пинетки. Это делать запах. Видите, чтобы не было зазора между язычком и задней частью пинетки. Вот они, вот эти 4 петли. Все остальное вяжется точно таким же способом. Так как петли не прибавляю, я буду вязать с третьей петли. 1, 2 и 3. Вот с этой петли я буду продолжать вязать, чтобы у меня центральные петли оказались также 14 петель, которые я запланировала. Подхожу к следующей стороне, к другой. 14. И вкалываю крючок вот в середину петли. Вот она, середина петля. Подбираю ее. Значит, это получается полупетля. И вторая, соединительные петли. Также с третьей петли и до конца у меня остаются с каждой стороны по 2 петли, и их точно так же нужно провязать не за полную петлю, а за заднюю долю. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, мы связан. Он темный, но он попадает как раз с другой пинеткой. Все отлично получается, как я и задумала. Теперь я приступаю к вязанию язычка. Для язычка я добавлю еще 2 петли. Это значит, с каждой стороны у меня будет по одной петле плюс. Это я с первой петли вывяжу 2 петли. 1 и 2. 3, 14. 15 и из этой же петли 16 петля подъема. Маркеры, которые у меня с двух сторон, они мне уже больше не нужны. И буду приступать к вязанию язычка. Я уже приступила, я добавила петли. Теперь язычок у меня будет состоять из 16 петель. Язычок у меня прямой. И от начала вязания мыса, вот от этой точки, будет составлять 26 рядов. Чтобы язычок был со всех сторон ровненький, я обвяжу этот язычок столбиками без накида. Все это делается очень просто. Итак, я провяжу язычок самостоятельно, обвяжу его и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, посмотрите, язычок готов. Сравниваю с первой пинеткой. Все отлично. Все идет по рисунку. Я довольна. Значит, язычок я спрятала, чтобы он мне не мешал. Теперь приступаю к задней части пинетки. И у нас, когда мы вязали переднюю часть пинетки, мы последние 4 петли не провязывали за полную петлю, мы провязывали за заднюю долю. И у нас остались 4 полупетли. 1, 2, 3, 4. С другой стороны точно так же. Вот их видно. 1, 2, 3 и 4. Вот она.
Приступать я буду вязать заднюю часть пинетки со второй петли вот от этой стороны. Я буду считать с этой стороны. Первая, вторая, третья, четвертая. Первую петлю пропускаю и начинаю со второй. Первая закрепляющая петля, и из этой же петли вывязываю вновь петлю. Подтягиваю хвостик и одновременно буду ввязывать его в полотно. Теперь вышла на полные петли. Также по-прежнему буду вязать столбиками без накида. Нужно мне провязать первый ряд до предпоследней петли. Вот 3 петли забрать, 1, 2, 3, и вот четвертую петлю не провязывать. Я провяжу этот ряд самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Я провязала первый ряд и приступаю к вязанию второго ряда. Для подъема разворачиваю вязание и буду во втором, четвертом, шестом и в последующих четных рядах, а они у меня будут изнаночными, убавлять петли. Я буду убавлять таким способом: пропускать одну петлю и со второй петли буду начинать вязать столбиками без накида. Вот так. С этой стороны я буду пропускать предпоследнюю петлю и последнюю буду провязывать. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий ряд. Я начала вывязывать уже третий ряд, потому что он в принципе вяжется так, как и все остальные ряды. Но в этом ряду я на пятке убавлю одну петлю. Принцип убавления такой же, как на боковинках. Этим самым я сделаю пяточку немножко кругленькой, чтобы пяточка малыша не выскакивала из ботиночка. Делю изделие на две части, ищу условную середину и убавляю одну петлю. Одну петлю пропускаю, а другую провязываю вместе. Эту петлю делаю немножко туже, чтобы она по размеру не отличалась от других, чтобы здесь не образовалась дырочки. Впоследствии это не будет видно, пропущенной петли, если петли будут равномерные, если не образуется дырочка. Вот так вот, посмотрите, небольшое закругление. Это уже практически связан третий ряд, если его считать до конца. Мне нужно связать 8 рядов. Это значит, если этот ряд считать, что он связанный, то мне еще осталось 5 рядов в высоту. Я провяжу 8 рядов в высоту и покажу вам следующий этап работы. Я провязала 8 рядов в высоту. Смотрите, как хорошо совпадает рисунок. Все идет по плану, я очень довольна. И теперь я полностью обвяжу заднюю часть моего изделия. Для того, чтобы вот эти края неровные сделать ровненькими. Делаю узел, протягиваю пинетку через петлю, для того, чтобы не отрезать нить. И вот самая первая петля, которая у нас осталась вот с этой стороны, она теперь приступает в работу. Надо забрать ее полностью. Делаю протяжку. Очень сильно натягиваю, как могу. Очень сильно. Чтобы нитка была свободная. И буду обвязывать свое изделие полностью. Одновременно вот эту протяжку ввязываю в вязание, чтобы она у меня вошла вовнутрь. Вот так. У меня должно образоваться 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Для того, чтобы вязание не стягивало, так как я выхожу на другую плоскость, я из самой последней петли или из самой первой теперь на верхней части провязываю 2 раза. И перехожу на верхнюю часть. Так мне нужно обвязать полностью все изделие задней части. Мы повстречаемся тогда, когда здесь останется последняя петля. Я провязала полностью заднюю часть пинетки. Также сформировала 9 петель. Сделала небольшую петельку. Можно ее сделать чуть-чуть поменьше. Нить у меня с лицевой стороны. Разворачиваю вязание. И вот последняя или первая петля, которая осталась у меня, подхватываю вот эту петельку, подтягиваю ее и провязываю вместе. Можно подтянуть, закрепляю. Первая петля, столбик без накида. И я начинаю формировать петли. 2 воздушные петли, петлю пропускаю, столбик без накида, столбик без накида. Это будут как раз интервалы между петельками. 2 воздушные петли, петлю пропускаю, 2 столбика без накида, 2 воздушные петли, петлю пропускаю, и я на вершине. Я сформировала 3 петли. 1, 2,
3. Верхнюю часть пинетки я также обвяжу. Обвяжу весь верх и сформирую вот с этой стороны точно так же петельки. Буду ориентироваться, чтобы у меня последняя петля была столбик без накида, как я и начинала свой путь. Мы повстречаемся тогда, когда здесь останется последняя петля. С другой стороны сформировала тоже петельки, вытянула петелечку, вот она. Закладываю нить вот как раз за работой. Разворачиваю вязание с лицевой стороны. И вот первая петля, с которой мы начинали свой путь, подхватываю эту петельку. Она у меня должна быть вот таким образом развернута. Немножко подтягиваю и провязываю вместе. Можно петлю закрепить, а можно и сразу начинать вязать. И приступаю обвязывать свое изделие. Этим самым я буду укреплять петельки, которые я только наметила, сформировала, чтобы они были очень такие крепкие. Первая петля, так как она была у нас столбик без накида, в арку 2 столбика без накида, 2 петли. В промежутке между петельками 2 столбика без накида и так далее. Этим самым я укрепляю петли, чтобы они были эстетически красивые и самое главное, чтобы они не растянулись и не порвались. В арочку 2 петли, 2 столбика без накида. Промежутки 2 петли. И вот у меня остается последняя петля. Выхожу на вершину и также по верху обвяжу полностью мою пинетку. Вот посмотрите, что получилось. Петельки очень крепкие и очень красиво смотрятся. Я провяжу до конца этот ряд и покажу вам следующий этап работы. Обвязала петельки с 2 сторон. Красиво получилось. Ровный край за счет того, что я обвязала пинетку. Опять оставила петельку. Можно ее сделать немножко поуже. Разворачиваю вязание. И вот та первая петля, все та же самая первая петля. Подбираю петельку, провязываю вместе. Здесь уже я не закрепляю. Здесь я сразу приступаю к обвязыванию края, для того, чтобы изделие не растягивалось. Буду это делать соединительными петлями. Петли я делаю не очень узкие, но и не очень широкие. В процессе носки петельки растянутся до максимальной величины и больше растягиваться не будут. Преимущество вот этого заключительного этапа в том, что край становится толстый и не растягивается. Это очень важно. Я провяжу до конца, обвяжу соединительными петлями, обрежу нить, закрою ее и покажу вам следующий этап работы. Ботиночки практически готовы. Цель, которую я поставила, она выполнена. 2 ботиночка максимально похожи друг на друга. Это была моя главная задача, и она выполнена. Теперь осталась часть работы, которую нужно еще доделать для того, чтобы ботиночек был уже полностью готов. Это, конечно, подошва. Подошва состоит из 2 частей, из 2 стелечек и плюс прослойка. Складываю их таким образом, чтобы у них вот этот первый центр, начало совпало со второй подошвой. Вот таким образом. Я намечаю, плотненько прикладываю по краю 2 стелечки и уже основательно намечаю 2 полные петли. Соединять подошву я буду соединительными петлями. Свободненько, чтобы не затянуть подошву, петля в петлю. Соединительные петли я буду делать по верху пинетки. По подошве будут стежочки, вот такие штрихи. Не торопясь, петля в петлю. Петли должны все совпасть, так как подошва абсолютно одинаковая. Со стороны ботиночка подошва становится как бы на платформе. Выглядит очень красиво. Я провяжу до вот этого момента, когда мне нужно будет оставить расстояние для того, чтобы вставить прослоечку. И покажу вам, как я ее закрываю. Итак, я довязала до определенного момента. Вот эта прокладочка пошел. Теперь буду аккуратненько вставлять. Так как это трикотаж, я растягиваю максимально, как могу. И у меня это получается. И теперь буду вязать дальше. Я подтягиваю края каждой стелечки и буду вот таким образом дальше вязать. Чем меньше зазор, тем легче вяжется. Вот видите, она потихоньку входит вовнутрь, прячется. Осталось всего несколько петель, и подошва будет готова. Итак, подошва готова. Мне остается последняя петля.
Это вот это крючком меньшего размера. Здесь вот мне видно, так как она того же цвета, что и пинетка. Так подбираю ее и возвращаю назад, чтобы была полностью готовая петля, полноценная петля. Вот, посмотрите. Теперь разворачиваю немножечко вот таким образом, чтобы мне было удобно. И ищу вот эту петлю, где у меня остались нитки. Вот, подхватываю их и постараюсь вывести вовнутрь. У меня это получилось с первого раза. Делаю узелок, но не сильно затягиваю, чтобы петля не стала уже, как предыдущие петли. Закрепляю и распределяю вот эти остатки ниток по внутренней подошве в разные стороны, не закрепляя их, ничего не делая, так как она потом примнется, эта подошва, и эти хвостики останутся внутри. Остатки ниток отрезаю, расправляю, чтобы она равномерно легла во все стороны, красиво. И вот она, подошва готовая. Гнется очень хорошо, поперек, вдоль, очень эластичная. Итак, вот остались еще мелкие детали. Это шнурок, я его уже связала. На моем канале вы можете посмотреть вязание такого шнурка. У меня два вида, плоский и полый. Вот это полый шнурок, он дает объем, и мне он очень нравится. Мне нужно вставить люверсы и пришить вот такую замечательную птичку. У кого нет люверсов, и покажу, как пинетка выглядит без люверсов. Люверсы в данный момент играют только дизайнерскую роль, роль красоты, потому что такого сильного натяжения у пинеток нету в данный момент. Малыш еще не топает. Это всего лишь красота. Петельки не растянутся, даже если их очень туго затягивать малышу, чтобы ботиночек не спадывал. Поэтому можно и без люверсов. Для того, чтобы перед не заминался, вставлю поролон, расправлю, чтобы изделие выглядело очень красиво. Посмотрите, как смотрится красиво. Поэтому у кого нет люверсов, не отчаивайтесь. Итак, мне осталось закончить вторую пинетку, и я вам покажу готовую пару. Ну вот, ботиночки готовы. Очень красиво смотрится. Я очень рада, что моя идея, которую я придумала, как сделать так, чтобы два ботиночка при вязании меланжевой нитью были максимально похожи друг на друга. И у меня это получилось. Как украшение и дополнение, две птички, но они не обязательны, потому что меланжевая нить, она сама по себе очень красиво смотрится. Уже не скучно. Ну и плюс люверсы. Я желаю вам здоровья. Вяжите в удовольствие, радуйте своих близких, своих знакомых. Радуйтесь сами. Если что-то не получилось, получится в следующий раз. До свидания, до следующей встречи.